это вот так. И был у вас Афанасьев, тоже мой напарник. Афанасьев разговаривал? Да. Вот Афанасьев. с ним, вот мы вот троечка. Давайте представьтесь, как зовут вас? Гребенев Павел Может, Борисович. чуть ближе. Чуть Вы ближе. звонить домой будете? Да хотелось бы. Ладно, тогда я на паузу. Да. Полностью как зовут? Меня зовут Гребенюк Павел Борисович. Число, месяц от рождения. 29.10.1989 год рождения. Где проживали, в какой части служили? Донецкая область, город Ждановка, проживаю. Часть? Часть, номер части нам не Вы сообщали. не контрактник? Нет, не контрактник, Вы мобилизированный, да. Хотели воевать? Там не особо. Не особо, Не но чуть-чуть особо. хотели? Не. Вообще не Нет, хотели? я работал с 2009 года на одном предприятии. На каком? Не менял. Птицефабрика Розовская. Ну, Лангут Бройлер по Украине. Вас призвали, что произошло дальше? Призвали, переодели. Дальше. Призвали, переодели. Призвали, переодели, это как посадили, взяли переодели. паспорт, что привезли в соседний город, там дали обмунирование, выдали оружие. Особо толком ничего не говорили. Дальше вывезли через Ростов в Крым. В Крыму побазировались неделю, наверное. Дальше да здравствуй, Чернобаевка. Да здравствуй, Чернобаев. Ну так нам сказали, когда мы приехали в Чернобаевку. Ага. Да, и что дальше было? Ну что дальше? Там тоже ничего толкового не происходило. Ну так, воздушные. И дальше его повезли нам по селам окапываться. Таковых задач нам ничего не ставили. Не стреляли, не сталкивались ни с ЗСУ в Украине, ни с армией России. Я не сталкивался. Были в одном, были в Веровке сначала, там походили по улицам. Ну и местные там просили чуть-чуть контролировать, бо сами местные сами себя мародерили. Местные сами себя мародерили? Да, многие, алкаши, как говорили бабушки, многие люди повыезжали из села. Вот так вот, говорит, практиковалось. Ну там ничего, мы 3 дня побыли, дальше в Егорье мы поехали. Там тоже командир нам никаких задач не ставил. У нас, в принципе, командир роты был мобилизированный, так же само. Был только российский офицер. Был это командир батальона. Кто он такой, как это, тоже ходил без опознавательных знаков, без погонов, ничего. А про Чернобаевку это ирония какая-то такая была или что это такое было? Я просто не помню, потому что у нас есть такие сведения о том, что, из ваших же слов, из пленных, что в Чернобаевку там заходили, их разбивали, и трупы КАМАЗами оттуда вывозили. Не, трупы КАМАЗами, это преувеличение, конечно. Как заходили? Там они базировались. Это что, видно, что пристрелялись, долетали туда ракеты. Там хорошо, ПВО работала российская, лично видел. Много, да, преувеличений, потому что... Вы, наверное, не поняли. Он имел в виду трупы КАМАЗами солдат РФ. Я понял. Потому что нам очевидец это рассказывал, что насыпью КАМАЗы вывозили. Во-первых, они могли быть там в разный период времени, безусловно. да, и... Мы могли быть в разный безусловно. период времени. Я уточнил просто. потому что Где, я пытался. разное, просто один из разбития, как сказали украинская СМИ, это привезенные разбитые вертолеты были россиянами, свои же, вертолеты они свои привезли, подбитую технику туда, а по ним же опять, разбитую технику разбили 2-й раз, получается, украинская армия. Привезли на ремонт, ее разбили. Попали туда же. И афиша была, как уничтожена колонна российская. Я понял, это понятно. 1 раз разбили, 2-й раз разбили повторно то же самое, что было. Но там дело в том, что этих раз было 9 штук. Я слышал даже до 20 дошло. 20. Там уже 20. Вот такой мультик, смотрите, насколько правдоподобен. Не без этого. Думаю, такое было. Понял, да? Я тут вначале просто, вот они подходят, лежит голова. Это что, голова? Все по плану, потерь нет. Побежали, короче.
Добежали, и потом их в конце бах-бах разбили, голова отлетела, и там следующие. По-любому, ну, там хорошо, я думаю, пострадали российская армия, потому что, ну, если не в первый, не второй, в третий раз, то четвертый, пятый, шестой это уже было прибитое место. И, естественно, и какая ПВО не стояла там, ну, собьет она 2, 3, 4 ракеты, 5, а если стреляет полный залп Града, где летит 40 ракет, половина долетает по-любому. Тут, в общем, смысл в том, что, по-моему, российская армия не сильно ценит своих бойцов. Ну, как? Ну вот нам только что рассказывал, шли, уперлись в блокпост украинский, нас было 10 человек, осталось 5, вернулись, передали координаты, потом туда начинает крыть артиллерия, ну то есть проверка боем. Только она идет не за счет там дронов каких-то там беспилотников, Да, а чисто за счет людей. За счет людей. Боже, царя храни. Не знаю, У что нас, сказать. Ну рассказывайте, нас рассказывайте. тоже вот, ну, крайнее село Архангельское, нас высадили на блокпост. И все. И на этом, короче, нас потеряли. Командир роты не знал, где мы находимся. Ну, вообще никто не знал, где вот 5 нас человек, где мы находились. Уже своими силами мы нашли соседний блокпост, узнали, что он убежал оттуда. Ну, правый фланг у нас остался открытый полностью. У нас не было ни связи, ни бронежилетов, ничего. Пошли в другую сторону, там нашли вот уже живой наш блокпост. Нам сказали оставаться, ну, мы оставались. И что? Только что делать, никто нам ничего не объяснял, не говорил. Хоть стреляли раз? В поле по бутылкам, там, в начале марта. Так. Нет, там мы как бы и не собирались воевать, мы жили. Просто жили, спали, кушать варили там. Смотрите, нам сказали, что здесь на лагере содержится особый спецназ ДНР, ЛНР. И мы сюда вот только приехали ради этого. Что вас готовили Ну, морские котики? По новостям я слышал, разбит спецбатальон, специальный батальон 115-й там, гвардии. А тут вот пару человек из них есть, это ну, пару студентов и так далее. Не спецназ. А, Ну, это недалеко не пару знаю. студентов, это кто? Это те, которые на конвертах там сидят? Да. Охрененно элитные подразделения. А Элитные 115 это не пятнашка так называемая? Ну, возможно, Это я я щас- особо не это. Походу да. Ну, студенты, которые сначала вообще от обмена хотели отказаться, а потом срока получили и... Да, ну, теперь уже не хотят отказываться от обмена, теперь уже хотят домой, потому что уже по 12-13 лет получили и ушел уже теперь. Ну да. Понимаешь, что тут им надолго придется оставаться. Ладно, а то такое. И что, ну, сидели вы там, варили себе еду, жили, и к чему это все пришло? Пришло ДРГ ЗСУ. К чему это все пришло? Пришло ДРГ. Да, к нам. Обстреляла, кинули пару гранат. Ну и взяли нас в плен. Ни к чему хорошему. Ну то, что мы там не мародерили, не это, Да я не стояли, пытаюсь. поэтому, ну, нас и не убили. Засекли нас, нам так они выразились, сказали раньше. Я так понял, они опросили местное население. Ну, они Знаю. поняли, что вы элитный спецназ, по вам даже Да. особо стрелять смысла. Ну и что мы ничего не творили, поэтому Понял, не убивали. понял. Ну, а погибшие вообще среди вас были? Не, было 2 300-х, это туда более начало. Они тоже Но в мы плен как-то- попали? Не, увезли их. Ну, как-то мы обошли этот, мы ж просто не сталкивались. Вас сейчас по обмену домой вернут. Вы снова воевать пойдете? Не, я не пойду. Ну как же ж не пойду? Ну так, потому что я не собирался. Так а Работал вы и еще. сейчас не будете собираться, вас возьмут, отправят? Ну, не могу это сказать сильно на видео, как дотекать. Матюками не можете сказать? Ну. Почему? Мы запикаем. Как обойти, поломаю себя? Поломаю себя? Да. Блин, вы так с улыбкой это говорите, как будто это шутка какая-то. Как Ну это? а что делать? Просто не хочу, чтобы это было вдруг там услышали, что потом мне не это.
ладно, не будем сдавать вариации, понятно. Легко, это 2 укола в плечо, ключица 10 килограммами нажатия ломается. 3 месяца строчки. Просто 2 укола в плечо, чего это? лидокаина. И типа она... Местный наркоз. А, просто под наркозом ломаешь себе ключицу. Всё, я понял, я уж что-то... Да, я тоже. Тоже нашифровал. Да, я тоже не понял, что это. Я себе нашифровал, что есть какие-то такие уколы, которые делают так, чтобы кость легче было поломать. А знаешь. ключица, что она самая легкая кость. Упор под Откуда мышку. такие знания? Ну, так биологию изучал. Красавчик. Какое образование? Не, ну, среднеспециальное. Вы порекомендовали тех, кого мобилизируют сейчас, сделать именно так, как вы посоветовали? Но если не очень, если все начнут делать, тогда может у меня не прокатить. Так знаешь, сколько костей еще у человека? Все, ладно, хорошо, давай звонить ему домой, в общем, и отпускать человека, потому что Вообще, если- совет самый толковый за все время. Подожди, еще один вообще. Да. Договорите. Вы начали еще что-то говорить, а Владимир... Ну, что поздно об этом додумался. Что надо было вон там где-то еще ломаться. Ну, это да, Я это думал все время, ну, какую-то эту, но это было тяжелая кость. А уже поздно сообразил с ключицей. А вы пытались руку поломать? Да. И что, не получилось, что ли? Так, блядь, не согласился напарник. Сам себе тяжело. А где вы это хотели сделать? Уже в период боевых действий? Ну, да. А напарник сказал, не буду ломать тебе руку? Ну, да. А как вы это хотели сделать? Так как, ёбнуть нахуй автоматом. Ну, просто Ну, лучевую перейдём, кость, ладно. да, он Прикинь, говорит, я могу... Ну что, поломалось? Да, и говорит, Нет, давай могу еще. Не добить, да, вот эту, я думал, ну, лучевую кость. Так аж проще, наверное, прострелить просто взять. да и всё. Просрелить. А, это самострел будет, да, так Самострел, нельзя? да. А просить, ну, надо с расстояния. А просить кого-то, кто у нас? У нас не умеет стрелять. Можно Да, же можно артерию было- попасть. Человека стреляешь Да, в можно руку, было- попадешь в голову. Можно было прострелить так, что нас И совсем. опять же, ну, икру прострелить, а что, это легкое ранение, подзамотал, блядь, и вперед. Да, понял. Это, ну, Чего вы икра- такой худой? Вы такой и были худой или не были такой? Не, я такой по жизни, в принципе. Не, Ну, просто я- жрать-то нормально дают здесь. Мы ж Не, сами нормально. это самое Ну, поели. нормально. Я такой, ну, как я акробатикой, ну, в малом детстве занимался. Поэтому такое познание в костях. Если вы занимались Ну, акробатика, да, видимо, оттуда оно и растяжки, это самое. перетяжки, я думаю, в этом. Серьезно занимались, да, акробатикой? Да, ну, неплохо. На руках стоять можете? Ну, стоял. А на шпагат сядете? Не, сейчас не уже. А Уже не? На руках станете? Да не, ну, становиться не буду. Да не, мы же не думали, ну, Не, нет, конечно. Давай звони, ну, дружище, ну, давай, ну, звони. Тигель, Да, покурить тигель. у вас можно? Берите, курите. А, сигарету дать? Ну, можно, конечно. Я свою сэкономлю. Да нет, ну, добрый день. какой прямой? Добрый. Кого включу? Все включено. Не надо огонь брать пальцами. Все, я Он понял. горит. Да, все включено. Дай пепельницу. Мы журналисты, мы списались там с вами. Сейчас я пойду выкину это самое. Вы разговаривать будете? Вы что-то включили, вас стало плохо слышно. Камеру включил. Не-не-не, с микрофоном там что-то. Звонок записывается и будет опубликован. Привет, братан. Привет, братишка. Блин, короче, у меня все нормально, в общем-то. Я в плену, не знаю, там, матушке скажи. Пусть она там пробьет, в каком я статусе, это самое главное, чтобы, я не знаю, как-нибудь есть видео, в принципе, наше, если надо будет видео подтверждения там в военкомате или воинской части, что я живой, есть на ютубе видео у нас, канал, Владимир Золотин. Владимир Золтан, запиши. Золкин. А? А можешь скинуть просто ссылочку на канал на этот, не? Хорошо. Хорошо, скину тебе ссылочку. Ну, чтоб там покаталась, я не знаю просто в каком статусе это.
Пусть, ну, там, завтра, послезавтра, если как возможность будет, через Красный Крест напишет мне письмо. Ей, ну, она писала, ей не обязательно ответ мне писать, может написать мне сколько хочет писем, в каком я там статусе и так далее. Понял. Короче, чтобы она узнала, Ну, чтобы поштормила военкоматы, там, не знаю, обл. Администрации, ну, вот эту всю, короче, движуху политическую. Потому что, ну, понял. нас пишут, как мы, короче, пропавшие без вести. Из-за этого мы... Нифига себе. Да. Я понял. Все хорошо, я понял, сделаю, папа, сделаю. Ну, а так все нормально. Ну, Нас, в главное, принципе... что жив-здоров. Да, это нормально на курорте. Свежий воздух, здоровая пища. Слава богу, слава богу. Главное, что рад тебя видеть, жив-здоров, главное это. Немного, даже видишь, улыбаюсь, значит не все так плохо. Я вон вчера уехал. Все, Паш, я понял. Ага, Я понял, все, сделаем. давай. Давай, сделаем. Он может дать телефон мамы, сейчас наберем маму, если хочешь. А там прямо... Могу дать. Там есть WhatsApp или Viber? Не, нет, наверное. В Телеграме есть. Да, напиши телефон и предупреди, чтобы она сейчас зашла в Телеграм. А, да не, Сейчас не, сделаем, не. хорошо. Давай. А я не знаю, не было у него. Да, я сейчас я принесу, сейчас я все сделаю. Давай. Может и сделали, не было. Ну, сколько? 4 месяца ни с кем не... Я так понял, что вы тоже в розыске. Невозможно. Как и Филиппов. Афанасьев. Афанасьев. Говорит, что там, в каком я статусе? В розыск тебя подали. Молодец. Видео есть, что он в плену, а его там в розыск подали. Не в пленных, а в розыск. Знаешь? Кого они там где собираются разыскивать, я не знаю. Все без видеозаписи. Не пишет, а что? Ну вообще. Ну давай что, останавливаем запись или что? Ну, мы ждем. жду, да. Что можете передать вообще тем, которых мобилизируют? Ой, я даже не знаю, что передать им. Не очень все хочется говорить, потому что, ну, преследование. Давайте так, я понял, преследование. То это от себя, что хотите, то и говорите. Да я не знаю, что говорить. У каждого есть голова на плечах, подумайте хорошо, прежде чем делать какой-то поступок. А хорошо жить в такой республике, где преследование за то, что ты скажешь правду? Блять, страшно жить. А хорошо, я ж еще не там, не знаю. Так ты ж оттуда. Только. Тебя же оттуда и на войну отправили, на которую ты, судя по всему, идти не хотел. Ну да, по крайней мере, не спросили. Вот я не пойму, почему. Вот не сделали они никакой боевой подготовки. Потому что вы мясо для них. Неужели не очевидный ответ? Потому что Путин сказал, мне надо там такое-то количество единиц мяса. Они взяли вас, собрали на улице и отправили. Вот почему. А вам воевать с украинцами толку как... Нет, это гражданская война. Это вообще, ну как это? Это гражданская У меня, война. ну, родители из Херсонской области, и меня туда привезли, блин, воевать. А откуда родители? Из города Геническ. Ну и как ваши родители к этому отнеслись? Ну, как, плохо. Добрый день. Добрый день. Мы журналисты, вы с сыном разговаривать будете? Алло. Алло, вы с сыном разговаривать будете? Буду, конечно. Разговор записывается и будет опубликован. Да вы не ходите никуда, сядьте на месте. Куда вы, ну сядьте где-то Я вот... сейчас на кухне, здесь связь лучше где. Ну правильно, связь лучше. Связи ж нету. Это мама в Геническе ваша? Не, сейчас в Ждановке. Ждановка оккупирована? Всё, я села. Это Ну, Украина? оккупирован. Ой, сыночек мой. Ма, это, да, у меня все нормально, это. Короче, это, поездите в военкомат, там, там узнаете воинскую часть, не знаю, в прокуратуру.
Узнайте, в каком я статусе, чтобы меня, добились того, чтобы записали военнопленную, что я, наверное, в розыске. Не знаю, в письме я тебе писал, чтобы ты поездила в военкомат. Была в военкомате? Я в военкомате. Это в Янакиево Да. Военкомат? Да, в Янакиево. Ну, я была там, брала справку что ты служишь. О, справка. Я сказала, что я в плену. Нет, тогда я еще не знала. Сильно долго меня Света разыскивала, Афанасьева. Ну, а после письма Красного... После письма... А после письма Красного Креста ты получала же? Да, поехала, она узнала, а вам не пришли еще письма? Вы написали, Пришли, там сказали, но я написал там, короче, надо поездить тебе, не знаю, в инстанции, пообламываю там звонки, названия, возьми их номер телефона. Да не знаю, хоть министру обороны. Мы, скорее всего, числимся в розыске. И поэтому будем торчать, хрен знает сколько. Нас, никто за нас не берется. Ясно. Там у Серега ключик пробьет. Серега ключик. Директор, слушай меня, директор писал, ездил к Дарье Мороз, да, в розыск посылали. Директор твой. Ну птицефабрики, он тоже. Съезди на фабрику тогда, скажи, что я в плену. Серега пробьет в интернете видео, там, где я в плену нахожусь. Чтобы им было видео доказательство. Письмо возьми с этого Красного Креста. Съезди в Красный Крест, пусть они отмечали у меня галочку, сообщить в ДНР властям, что я в плену нахожусь. Ага. В военкомат съезди, скажи, возьми там, они должны знать, где наша воинская часть находится. Она тоже или Янакиево, или Горловка. Им скажи, что находится в плену, там, не знаю, с видео, с этим письмом. Они могут это отрицать, естественно. Ну ты настаивай, вот есть это. Возьми мой, Они уже здесь все понимают, уже все дошло. Почти все. паспорт мой этот возьми, может он чем поможет. Он правильную инструкцию дает. Так мама только что в Украине была, их только сейчас Ясно. оккупировали. Ездила, я сдавала документы в Красный Крест и туда, и сюда, везде. Она уже все. Надо это, Все документы. И что не я знаю, инвалид, военную справка. прокуратуру. Военную прокуратуру. Справка, то, что я на войне, это понятно. А то, что я в плену, надо добиться того, чтобы меня записали, что я военнопленный. На заявление напиши. Там есть люди пишут, что заявление, что такой-то, такой-то это находится в плену. Там Сереге скинут... А где ты сейчас? Я не могу говорить, нельзя говорить. Все ясно. Ну в лагере для военнопленных. Ладно. Ну что, в лагере. В лагере нормально, у нас Ну, тут я нормально, поняла. кормят, все это, не переживай, тут медики хорошие, все это. Мы в футбол играем по выходным. Ясно. Там, не знаю, в военную прокуратуру, по правам человека. Будут отрицать, говори, что нет, есть вот видео, да, принесет тебе Серега видео. Все, они там скооперируются. Ага. Все, давайте о своем и заканчивайте бумагу. Ну все, так это, все хорошо, давай, люблю, целую, нету времени Ага. разговаривать. И я. Всё, Юлечка, привет тебе тоже передает. Давай, Давай, люблю, жду очень. давай. Многое от вас зависит там. В принципе, только от них. Ну да, от ваших действий. Там не раз настаивай постоянно. Поднимать буду. Вы должны каждый день звонить им и задавать, где мой сын. Вот и все. Тогда они его включат. Слыхала. 3 раза в день, утром, в обед и вечером. По всем инстанциям. Нам он не нужен, нам нужны наши Поняла. солдаты. Скажи, Все, пока, спасибо, целую. давайте теперь про 8 лет в конце концов. 8 лет бомбили Бомбас. Рассказывайте.
Да что, поначалу вообще у нас там было все печально. Это где? Ну, на Донбассе. Все было закрыто, все закрывали, все предприятия. Не, я понял. То, что у вас там все было печально, это понятно. Украинцы зачем-то стали бомбить Донбасс. Зачем? Или вы видели вообще вот это? Не, я войну вот эту, ну, как бы, я вот находился в городе Ждановка, он как бы получался в тылу. Много роликов, ну, как лично я не видел. Все ясно. Если Кто я лично начинает? не видел, значит мы отдельно, коллективно вас, если успеем, а я очень надеюсь, что соберем и будем отдельно говорить про эти 8 лет, показывать, смотреть все эти ролики, прокручивать, обсуждать, будем все это вместе. Завтра ваша судьба. Да, завтра, потому что завтра воскресенье, и завтра, я надеюсь, мы успеем это сделать. От себя что-нибудь хотите добавить? Да ничего, хочу кстати, это, остановите войну эту, тот, кто может, не надо, ну, много людей гибнет. Пусть Путин заберет от вас своих этих вот, вообще с Украины заберет свои войска, и все, и не будет никакой войны. Все. Много парней молодых, семьи разрушаются. Сколько гробов можно везти домой? Привезите хотя бы один свой. Где ваши дети? Почему они не со мной были в окопе? А где-то на Ямайке или где-нибудь еще. В Ямайском котле. Закономерный вопрос. Закономерный. Так никто не говорит. А мама была на неоккупированной территории, да? Мама была в Украине. Не, на оккупированной. Ну, переехали в Жданов. Ну, Сейчас Донецкая они область. переехали в Жданов. Не, еще это. Давно мы при Украине еще. Понял. Ну все. А так пропаганды вплоть до того, что Да, в Украине это, ну, запрет русского языка был. Нас вот принимал правый сектор. И они разговаривали на русском языке, нам дали воды, у нас были гильзы и табак. И то и там и у местных, ну, пробили там на таблетки, поменяли это. Он говорит, а зачем нам? Нам дали, блядь, так давались курить. Это правый сектор, который, блядь, пиздец, который говорили старшие. Это пустые сигареты. Без табака. Продаются. Туда табак забивается. Ну, Это правый сектор, который нам рассказывали, ну, типа как, ну, с 2014 года, очень страшный. Дал нам, помимо своих, вот так вот, одну за одной нам давали сигарету его. Дали по пачке сигарет. Прежде чем везти в штаб, отвезли, ну, на квартиру свою, на дом. Там накормили первым, вторым. Потом только повезли, ну, в штаб, ебать. Разговаривали на русском языке, блядь. Ни одного удара нам не сделали, ебать. Ну, ни по лицу, ни почему. Блядь, охренели, ебать. а что вы охренели? Вы думали, они на туре такие нацисты? Ну, Как рассказывают? ну, частично, да. Да нет, Просто оно от это разных- российская пропаганда. От, всё от у вас разных работает. батальонов просто, оно разные люди есть. Да, люди есть разные, это Да. безусловно. Потому Есть люди, что- те, у которых, например, там родственника, может быть такая ситуация, что у него только что родственника убило где-то вашей ракетой, ну не вашей, а российской ракетой. И тут он кого-то берет в плен. И как ты думаешь, как он себя Да. будет вести? Понимаешь? Не только люди разные бывают, еще Не, мы ситуации просто разные бывают, услышали, настроения да, разные бывают. Русский язык, нас и там, ну, Так за язык это вообще, блядь, чепуха такая, что, ну, только дебил может такое поверить. В Харькове все говорят на русском языке, Был, ничего, я все нормально. учился там. Ну, все нормально. Когда ты там учился? 8-10. Ну, 8-10, а 14-15 и так далее, то же самое, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ну, то к чему эти разговоры? Да Россия все внесла всю эту гадость, столкнула лбами людей. И этот карлик тупорылый сидит там у себя в бункере и радуется этому всему. И теперь развенчать вот эту Я пропаганду вообще изначально, изначально невозможно. был против. Украина, да никогда, ну, российская еда говно, российские сигареты говно, пиво говно, футбол говно. Футбол, да. Ну, вообще, футбол меня добил, да. Я не шарю, но напор мне Нет, это нравится. тупо деревянные. Но наши, наши Но да, клубы даже вот там, вот Шахтер Динамо играла против ЦСКА, против Москвы, это против Локомотива, против Зенита, ну мы кубки всегда мы забирали.
Не, ну, Динамо Киев вообще самая титулованная команда за всю историю И это- советского футбола. И когда... Ресурсами, чтоб Россия нам, газ, нефть у нас есть, Сумская область. Ну, Наивысшее если да, достижение советского футбола в принципе, это когда там почти весь состав был Динамо и Лобановский Да. тренер. Поэтому изначально я был, не поддерживал всю эту движуху. И в результате тебя, блядь, собрали, иди воюй. Вот. Ну, невозможно. Даже не спросили. А цирки какие были. Там, ну, мужик был на протезе, протез выше это. Он говорит, у меня протез, ну какой-то, вот мы грузимся в автобус. Он, да, что ты пиздишь, ты ходишь. Даже не умудряли, не спросили, покажи. Тупую запихивают. Это когда вас отправляли? Да. Да, ну чувак с протезами, он говорит, у меня протез, а его взяли, запихнули. На войну? Не, ну в автобус нет, жена подбежала, короче, вырвала ногу. И он упал вот это возле Жена автобуса. подбежала, вырвала ногу, Ну он да, упал. протез, да, он вот это упал Охренеть, возле вот это картина. автобуса. Вот это картина. И все равно они не останавливались. Ну что ты ж с протезом там патроны типа сможешь носить, ну, там продукцию. Ну не конченые, скажи. Так вот ебанутые. 6 У меня вот как это, приехал военком на фабрику ко мне, это, говорит, дайте людей, типа это, директор послал его нахуй. Вот мне, ну, вот этот Слушай, пацанчик, мой- с кем мой- я мой тебе разговаривал. совет, мой тебе Он совет. поехал, взял автоматчиков, приехал с автоматчиками, зашел к директору с автоматами. Ну и потом, Мой тебе Тебя совет. прямо с завода забрали? да. Говорю, совет. А потом директор спустился в отдел Сиди кадров. тут и не рыпайся. Да мы пока сильно и не спешим, вот это пусть как-то. Тебе тут безопаснее, чем там эту войну пережить. Ты что, не понимаешь? Не Ну, рыпайся. из-за этого. Тебя туда обратно отправят, потом тебя возьмут, блядь, под автоматом и обратно отправят сюда. И что дальше? Ты думаешь, второй раз тебе может так повезти, как первый? Может и не повезти. Могут застрелить. Может какая-то ракета в тебя прилететь. Мина, не знаю, что угодно. Так что... Я пока Вы сама- зря это самое. Не, я всем пацанам говорю, не спешите, ну куда вы спешите? Вы тут сидите, воздух свежий, работа не пыльная, кормят нормально, спите Кормят, нормально. да, спим, Что вам надо? или где-то в окопах. Ну, конечно, Типа, если вас будут менять, то мы вас отдадим, чтобы своих забрать. Но так-то, знаешь, не вижу причин торопиться, по большому А счету. он-то ничего и сделать не может отсюда. То есть он Нет, влияет. да. Не, у них может быть свое внутреннее психологическое состояние, что вот я хочу домой. А если они подумают с обратной позиции, что им туда не сильно и надо на самом деле, то им будет Не, как бы попроще. я вот и всем говорю, ну куда вот они рвутся, ну приедешь, а что? Ну что дальше? То, что там, ну, военнопленный, да, ты там, ну, тебя там по закону, ну, как должны, как неблагополучный, ты неблагонадежный человек, не должны отправлять на фронт. Но законы, какие законы, если мы без одного медосмотра, без психологов, нам выдали в тупую оружие, патроны, да и не спросили. Благонадежный, неблагонадежный. Чувака с протезом пытались в автобус запихнуть. Ну, а чё вот, это? и Это же какие, закон. какие Какие права? законы там не действуют. Законы это права, права это закон, но это как бы одно и то же. Какие у вас права? Где у вас права, если вас вот так вот взяли и засунули в автобус на войну воевать? Сколько вот если, ну, вот, на Чуи, вот, их взяли, вот, 500 человек, это, под Харьковом было, стояла 9-этажка, было там ЗСУ, ну, в количестве там неизвестном, просто берут 500 человек мобилизованных людей с автоматами. И вот так вот колонны отправляют на взятие 9-этажки. Минус 500. На следующее утро... А как положили? Ну, пулемет, а что там, пулеметного расчета будет вполне достаточно. Ну, РПГ, пулеметный расчет. Это на твоих глазах вы было? идите, кто-то с пулемета взял их и ложит вот так вот, да? Ну, война, ну, ЗСУ, да. Так война, ну так война, ну так... ЗСУ разобрала 500 человек. Что они делают? Приходит следующее утро. Они посылают 200 человек. Происходит та же картина. Не, понимаешь, мы тоже воюем. Но вот почему, людьми не почему ЗСУ сдали вот тот же Северодонецк или Потому Лисичанск? что Шокова не стерли с лица земли, как это сделали с Мариуполя.
Это раз, и два. И два, мы чтобы не можем спасти- себе, мы не можем спасти, себе позволить, людей, да, вот так людей ложить. Людей. Они на третий раз уже вызвали танки, приехали танки и сложили ту 9-этажку танками. А трупы забирали? Ну, частично забирают, частично оставляют. Ты знаешь, кто с тобой погиб? Не, у нас таких не было. Ну, А ты вообще украинец или россиянин? Ты кто? украинец. Исчерпывающий. У нас было такое, пацана или поджелудочная сильно. Ну, короче, он разбухал, уже с температурой 39 был. 4-й день, не могли ничего с ним сделать, отвезли к россиянинам, там были недалеко, одни недолго стояли. Те говорят, фельдшер у нас сейчас уехал, ничего не можем это делать, подождите, приезжайте там, завтра. Отвезли, привозим на следующий день, через день привозим, хуже становится, все. И посмотрят, а что мы, говорит, можем делать? Хотите, говорит, оставляйте у нас, будет хуже, мы его застрелим, чтобы он не мучился, да и все, скинем в яму. Либо забирайте себе. Вот ответ. Попытались мы сдать оружие. Нам сказали, сдавайте, идите, куда хотите. Вас, говорит, расстреляют те или те. Не, неправду сказали. Если бы вы сдали оружие, пришли, вас бы просто взяли бы в плен. Мы и не все. знали, куда идти. В украинскую сторону, куда угодно, с поднятыми. Дело в том, что можно было не дойти. Если бы свои же вас бы загасили туда. Да. Он же сказал, вас расстреляют те или те. Блять, мы говорим, вывозите. Он говорит, нет, мы не будем вывозить, можете идти пешком. Я понял. Мы это все знаем. Только рассказывают вот так, как ты не все. Знаешь? Многие включают этого упоротого, идейного включают. Только там идеи нет никакой, бо никто не может из них объяснить, за что они Идея идут. вся закончилась в 2016 году, и там все, у меня много знакомых, которые шли в 2014 за идею, именно Народной Республики, но в составе Украины. Так на референдуме закон уже проголосовали, что вы это самое... у вас же на референдуме голосовали за то, что за независимость. Конкретно вообще независимость. Там не стоял вопрос за независимость или там за республику в составе Украины. Там на референдуме стоял вопрос. Остаться в составе Украины или независимость. Все, проголосовали вы типа за независимость. Там понятно, что там голосовали далеко не все. И что это сфальсифицировано, но тем не менее. А ты говоришь, шли воевать за идею независимой республики в составе Украины. Как автономная республика. Да, да. Но в 2016 году, когда влезла очень сильно, я так понял, Россия, все пацаны начали просто уходить. Влезла она изначально, что не понимаешь? Просто она не так афишировалась. Да, не так афишировалась. Были только командиры в основном российские, там небольшие группы россиян. Правильно. А потом Минские соглашения, и Россия начала давить, чтобы выполнили эти Минские соглашения. Да, России тоже было выгодно, чтобы вас впихнули в Украину в статусе автономии. Там расширенные права, своя милиция народная, своя прокуратура. Но Минские права, эти соглашения не так уж плохие были до Украины. Там даже невыгодно было до ДНР. Минские соглашения для Украины это была замедленная бомба замедленного действия. Тогда могли пойти вспышки, почему им дали, другие, например, Конечно. почему им Конечно, дали, конечно. Мы тоже, может, так хотим. Ты правильно мыслишь, абсолютно. Во-первых, такие вспышки, а во-вторых, Россия получала бы два подконтрольных региона в Украине полностью со своим электоратом. Потом бы они выбрали бы, наверное, скорее всего, посредством вас и расшатывания в других регионах своего президента. И потом раскололи бы просто Украину, но это произошло бы бескровно, практически. И, в общем-то, Украины бы не было бы лет через 5-6, примерно так. Если бы мы пошли на эти Минские соглашения на условиях России. Потому что они же хотели сначала там у вас выборы провести, а потом уже границу Украине отдать. То есть выборы бы прошли ровно так, как скажет Россия. Понимаешь? Да. А мы говорили, не, если хотите, давайте, окей, хорошо, уже эту автономию, но сначала вы отдаете границу, и выборы проходят по всем законам Украины, как это прописано в Минских соглашениях. И вот на этом они не сошлись, и когда Путин понял, что уже никто не пойдет на эти условия, тогда уже пошло полномасштабное вторжение в 2022 году.
Ну, вот сейчас, то есть, в которое вы попали. Все. Потому что они поняли, что политическим способом не получится. И вот так. Ну, блядь, я охуел, когда, блядь, проснулся. От чего? Ну, вот от этого, что Путин утворил, блядь. А как я? С утра, ебать. А как я? А как мы? А как те, в которых полетели эти ракеты? По всей Украине. Всю Украину покрыли. Сейчас, ну, ладно, там, если он там начало как-то там, я не знаю, насколько там это правда, что там, ну, по военным как-то там базам брахнул. Ну, а сейчас вот мы Да вот какие военным базам увидели, изначально гасили по всему, увидели почему вот эту подряд? Бучу, Ирпинь. Да что вот сейчас он с Харьковом делает? Ебаный. Ну, да, мы записывали это, мы были в Харькове, Харьков разрушили. И, ну, не весь, конечно, но несколько районов огромных жилых массивов просто разрушили. Я там учил. Ты можешь себе представить главную площадь Харькова, которая полностью пустая? Вот так слышно, как муха летит. Нет, я там Вот она много такая. делали. Вот она такая. Вот приезжаешь, это она мой, пустая. мой любимый город Украины. Хороший Харьков. город. Я там отучился 2 года, вот побывал в Одессе. Ну, Харьков мне вообще, ну, там блядь, дружелюбный. Ну, там, как он, город студентов, там, ну, всегда было интересно. Да? Хорошо. Мне очень жалко, блядь. Так там люди в подвалах сидят до сих пор, которые не выехали. Просто живут в подвалах. Они не какие-то там пророссийские, там еще что-нибудь. Они там на русском языке, они там всегда говорили, там, ну, все нормально и всегда были отношения. Но это люди, которые сидят в подвалах до сих пор. Вот уже 4 месяца просто живут в подвалах. С детьми, с маленькими. Мы заходили в эти подвалы. Маленькие детки плачут там, но им деться некуда. Не доедают, воды иной раз нет. И вот и шо он хочет от Путина. После такого, что там кто-то его поддержит. Да он Если там, сумасшедший. если когда-то в 14-м, может, и было там, ну, 50, ну, там, ну, за Россию, там, в той же Одессе, Были, в том же были, Харькове, были. там. Ну не 50, ну там, Ну, может, вообще, ну, вообще, как бы, неплохо относились, ну. Да, лояльно. Да, называется. дружелюбно. Да. То сейчас он, ну, Ненавидят. да. И это на поколение вперед. Уже Это, ну, не изменить. там к нам, просто к нам, как к говну относились они. То россияне. Да, ну вот просто пацана говорит, оставьте, мы его, говорит, застрелим, сука, нам К такое вам как к говоришь. говну они относились с 2014 года. Вы просто этого никак понять не можете. Если бы они сильно хотели вас куда-то забрать, забрали бы как Крым, да и все. А они вами играли, вот эти шашечки. Я же это все рассказал про Минские соглашения, как они пытались вас впихнуть, как они пытались вас использовать. Они изначально относились к вам так. А почему вас по 500, по 200 человек из твоих же слов, как мясо вот это вот бросали вперед? Ну они сначала своих, конечно, они своих тоже так бросали, им вообще на всем плевать, это орда. Опять же, ну свои, их не свои с откуда, блядь, с Дальнего Востока, блядь. Гробы в Москву приходят, та залупу, ну, извините за мат. Приходят, но меньше, очень мало. Ну, очень мало, очень мало. В основном, ну вот я в Чернобаевке, там одни якуты или там казахстанцы, блядь, кто-то, одни узкоглазые, там, блядь, на 1 на 20 был русский человек, блядь. Да. Ну, славянской внешности. Это они пришли сюда русский язык защищать. А между с вами, вот между здесь, вот вы ведете такие разговоры или нет? Спорите об этом, обсуждаете эти все вопросы или нет? Ну, поначалу и шли, сейчас не стараемся, потому что, ну, все на нервах. Ну, такое поменьше вообще этой политической возни. Ну, что И шоу. особо как бы И к нельзя. чему вы дошли, когда обсуждали? Да что, ну, многие, ну, вот, ну как, там ну, 50 на 50, что, ну, короче, ну, против России много людей. Тут, которые сидят? Да. Ну вы разобрались? Они сначала были против или они после этого всего стали против? Ну как, против вообще похождения этой войны, наверное, изначально. Мне тоже это сразу не понравилась война, потому что, ну, люди с большими головами. Опять же, вот, ну, начнем с войны, я с самого начала, ну, говорил в военкомате, почему у Пушилина дочка, которая медврач, военнообязанная в Дубаях, а я иду на фронт.
почему она не идет со мной как медик? Вот это был мой первый вопрос. Ну, я как-то задал, пизданул это в военкомате, и мне сказали, парень, ты сейчас за место войны поедешь, блядь, на яму. Потише говори, что ты думаешь, что ты говоришь. Ясно, ладно, спасибо тебе, рассказал нормально. Кого там снимут по списку? Да нет, так что, все или еще? Я не знаю, как ты хочешь, ты же бежишь, надо же бежать. Мы можем бежать до утра, что ты тут поздно Сколько включаешь? времени, сколько их осталось еще? Я бегу. Давай прикинь.